Мне доставляет большое удовольствие представить еще одного участника нашего проекта Oral History, заведующего отделом Института искусствознания Академии наук Республики Узбекистан, известного археолога, доктора искусствознания Джангара Ильясова. Несколько слов о цели нашего проекта, Джангар. Мы собираем свидетельства людей, которые имеют отношение к важным процессам интеллектуальной, культурной жизни нашего времени, нашего региона. И полагаем, что нам удастся собрать некую такую палитру, пускай она будет разнообразной, сложной, противоречивой, различных жизненных историй, жизненных обстоятельств, которые позволят в будущем историкам или тем людям, которые интересуются нашим с вами временем, попытаться реконструировать наше время посредством вот этих устных рассказов, которые позволяют выявить прежде всего отношение людей к тому времени, в котором они живут. А вас мы пригласили совершенно не случайно. Помимо того, что вы нам интересны сами, как творческая личность, нам очень интересно было бы поговорить немного о вашем отце. Я ни секунды не сомневаюсь, что он сыграл колоссальную роль в выборе вашей стези профессиональной. Я вам могу сказать, предваряя нашу беседу, 3 наших собеседника, причем это 3 очень крупных историка мирового уровня, назвали вашего отца в качестве одной из важных мотиваций выбора их профессий. Более того, я могу сказать о самом себе, что в детстве Ян и ваш отец были теми писателями, которые огромным образом повлияли на меня и тоже на выбор моей профессии. Я даже помню первую книгу вашего отца, которую я прочитал. Она сопрягалась с книгами Яна «Черная вдова». Да? Замечательный роман. И я вам скажу, в детстве, даже не читая книг вашего отца, они тогда широко издавались, в 70-е годы. Я видел на книжных прилавках, может, вы это тоже расскажете, по тем временам удивительно обложки книжные. Я до сих пор помню, на меня колоссальное впечатление произвела обложка книги «Золотой истукан». И это были узбекские издания, они были замечательно оформлены. То есть я бы хотел вас спросить, ваш отец, и какую роль он сыграл в вашей жизни, и как вы его оцениваете с точки зрения как писателя, как человека, который столько сделал для пропаганды истории в целом и истории Центральной Азии в частности? Во-первых, спасибо за приглашение. Это честь большая. И мне, конечно, будет очень приятно рассказать об отце, его творчестве. Мне приятен интерес ваш к его творчеству, потому что действительно он сделал много для того, чтобы осветить древнейшие пласты истории нашей страны, нашего края. Он был один из немногих, кто в такую глубокую древность погружался, потому что, может быть, своего рода это было бегство от действительности, ему не хотелось писать о колхозном движении, о триумфе социализма или чего. Он уходил в эту глубокую Он же древность. работал в органах прессы, да, официальных? Он некоторое время в молодости был корреспондентом газет, «Комсомольец Узбекистана», еще какие-то «Ташкентская правда». Начинал как журналист. Да, естественно, надо было где-то работать. Да. Потом он был в журнале «Звезда Востока», заведовал отделом поэзии какое-то время. Но это все было до той поры, пока он не начал издавать свои книги. Это ему дало возможность как-то уйти с таких со службы и сосредоточиться на творчестве. С одной стороны, это, конечно, трудно, потому что книги писались иногда подолгу, и, было тяжело в материальном плане. Но он занимался переводами, например, с узбекского, с других языков. Он поэзию переводил. Есть изданные его переводы, Гафура Гуляма, других поэтов. Это я не знал. Переводы, честное слово, эту грань его творчества я не знал, что переводами это была возможность что-то заработать и дальше заниматься своими книгами. Но вообще он прежде всего, чем отличается, может быть, от многих писателей, тем, что он самоучка. Полностью человек, как говорят, self-made, сделавший сам себя. У него всего 7 классов образования. Поразительно. Ни одного училища, тем более институтов он не заканчивал. Да. Он самоучка абсолютно. Он рос
тут вот в Курганском районе, в совхозе одном, детство его прошло. И он просто так получилось, что во время войны туда эвакуировалась какая-то библиотека какого-то исторического факультета из России. И там было огромное количество книг по истории, по географии. Это все сгрузили вот туда куда-то, ну, видимо, вот в этой неразберихе или как-то. И там это все было в местной такой библиотеке. И он, читая вот эти книги, он самообразовался, можно сказать. И вот возник у него тогда интерес к истории, к географии, и он стал как-то сочинять стихи тогда в детстве. Ну, у него вот как-то прорезался такой талант. Можно я вот хочу вот на этом заострить внимание о том, что вы сказали? Вот это просто поразительный факт. Я понимаю, что подлинные писатели обладают выдающейся интуицией, воображением, которое позволяет им создавать такие реалистичные художественные образы. Но все же, ведь он писал не просто романы, он писал исторические романы. Я помню, по-моему, «Тропою гнева», да, это же посвященный восстанию в Маргиане, я насколько помню, да? Вот, да. «Тропа гнева», да. Она посвящена Шираку. Вот Шираку. Еще есть посвященный восстанию в Маргиане, Антиохименицкому, у него какое-то произведение. Здесь об этом упоминается в начале. Но это такая, мы, как историки, знаем, глубокая древность. Это же каким... Не просто смелостью надо обладать, и какими знаниями. Это же он, значит, читал специальную литературу. Это по всему видно. Он же воспроизводит эпоху невероятно, если так можно сказать. Это условное слово, реалистично. Я когда читал, я был в полной уверенности, что человек владеет абсолютно научным материалом. Да, как я уже сказал, вот эта библиотека, она дала ему толчок, и он, конечно, начал смотреть, интересоваться, читать научные публикации. Ну, там, «Вестник древней истории», журнал, учебники, там, «История Древнего Востока». Он читал это, и, ну, что такое эта история? Это какие-то сухие факты, изложенные там в виде там теории и прочее. Но вот он это читая, он как-то имел возможность, то есть способность оживить это. Вот, за фактом увидеть человека. У него вот это его воображение позволяло представить очень живо это, изложить так, чтобы заинтересовать читателя. Потому что многие, кто читает, говорят, да, вот он как будто это все видел. Ну, вот когда разговариваешь там с читателем, я говорю, ну, вот это воображение, это талант, вот это, видимо, есть все. Искра Божья, то, что называется, суметь оживить это. Но при этом он, конечно, опирался на какие-то факты, которые он старался вот из научной литературы почерпнуть. Но другое дело, что ученые тоже, они по какому-то вопросу дискутируют годами, десятилетиями, не всегда есть как бы у них тоже согласие по каким-то проблемам. Но он брал какую-то из теории, он же не мог в художественном произведении говорить, вот, может быть, было так, а может быть, было это. Ему нужно было выбрать какую-то магистральную линию, которая, может быть, ему как-то легла на душу. И он это излагал, как умел, вот, оживляя этих персонажей, эти образы, эти события. Вот это, наверное, и есть талант писателя. Безусловно. Но вы знаете, в отличие от многих так называемых исторических писателей, сейчас развелось очень много, там фантазии на тему истории. У него все равно, я вам должен сказать, научно, это все, есть всегда научный фундамент во всех его книгах. Вот это удивительно. Да, вот он старался этого придерживаться, ну и в то же время без определенной фантазии не обойдешься, потому что, как я уже сказал, сами ученые не всегда представляют, как это было, потому что это все очень события давние, и мы можем о многих вещах только догадываться. Да. Джангар, скажите, а у вас самих есть какое-то вот предпочтение из творчества отца? Что вам больше всего нравится? Ну, я не буду оригинален, если скажу, что мне все нравится, конечно. Ну, мне нравится вот первые издания отцовских книг, например, помимо того, что это написано замечательным языком, отец, он был хороший стилист, русский язык, он был богатый, и фразы он строил хорошо. Это опять-таки мальчик-татарин, который рос в совхозе, это все за счет литературы пришло к нему. Он в детстве не знал русского языка так толком. Вот это все.
И в 1957 году вот вышла его первая книга «Тропа гнева». Вот она. Угу. Это вот издание тех... Это, да, Замечательно. 1957 год. Эта повесть вышла в 1956 году в 2 номерах журнала «Звезда Востока». И вот первая его книга, которая была издана. И вот очень, как вы уже говорили, замечательно оформлена. Да. Художник Кайдалов. Это вот, видите, Ага. тесненный такой переплет. Очень красиво, с любовью сделана книга. Мне Прекрасное издание. она не только содержанием, но и оформлением нравится. А вот это «Согдиан». Это уже вторая его книга, он ее роман назвал. Так вот, потом он говорил, что я так по молодости замахнулся. Конечно, это не роман, это скорее повесть, но тем не менее. Прекрасное издание, я вам скажу. И вот здесь тоже иллюстрации Кайдалова, замечательные там заставки, иллюстрации по тексту. Это тоже сделано с очень большой любовью. И вот эти книги, они, по-моему, в 1959 году или 1958 году была декада узбекской литературы, культуры, искусства, как-то это называлось, в Москве. Туда поехали наши артисты, художники, писатели. И там вот эту книгу первую представили, она имела как-то успех. В общем, на волне вот этого успеха, это было чем еще? 57-й год, да, только сколько? 4 года, как Сталина не стало. Оттепель, да, вот это такая? время, еще даже оттепель, может быть, не наступила. И вдруг появляется повесть, в которой говорится там вообще о каких-то 2500 лет назад это происходит, имена необычные, такие вот ситуации. И понятно, что это читатель, он Но это был завораживающий жаждал, мир. да. И поэтому они имели успех, и он на волне этого успеха, его приняли в Союз писателей. В общем, он как-то пошел вверх, так скажем. Ну и мне вот эти книги очень нравятся. И нравится вот эта повесть. Угу. Она тоже очень интересный сюжет. Это вот как раз Тамирис, то, что вот у нас такая популярный женский образ, который, опять-таки, Сейчас очень востребованы. первого, да, создателя империи Ахеменидов Кира, которая, вот, так сказать, наказала за то, что он напал на ее страну. И эта повесть, она вышла в 1964 году, по-моему, и она посвящена мне. Серьезно? Сыну моему Джангару. Можно Поэтому взглянуть? она мне тоже очень нравится. Да. Можно понять. Сколько вам лет тогда было? Вот 3 года. Да, сыну моему Джангару. Вот, это тоже, так сказать, одна из любимых книг, естественно. Могу понять, да. Да. Вот. Словом, мне все его творчество нравится, и я как бы от древности у него по средневековому периоду есть, вот вы упоминали «Черная вдова», есть «Золотой истукан», это раннее Средневековье, есть об Омаре Хайяме. Вот тут я хочу «Башня молчания», да? Нет, «Заклинатель змей». «Заклинатель А змей». «Башня молчания» – это продолжение, которое он не успел закончить, к сожалению. Да. Но мы смогли как-то подготовить, и вот одно издание было вместе. Оно не закончено, к сожалению. Да, это просто замечательная такая эволюция от древности к таким мыслителям, он как как Омар бы Хайям. Хотел вот показать разные периоды нашей истории. Вы знаете, Джангар, что мне еще хотелось бы вас спросить? При всем при том, что он был очень плодовитый писатель, и в целом, надо признать, он был как бы признан, потому что книги издавались, да, большими тиражами, Да. в прекрасном полиграфическом исполнении. Я помню эти книжные магазины, в которых они продавались, никогда не залеживались, хотя это были как бы издания республиканского масштаба, но все-таки всегда было какое-то флер какой-то того, что он не признан, что он какой-то диссидент, что он не вписывается вот в какие-то официальные рамки, при всем той популярности, которой он обладал. Я не видел его никогда по телевидению, я не читал ни одного интервью в газетах, я не слышал ни об одной творческой встрече с ним вот, официальной, в отличие от других большого количества писателей, Да. о которых сейчас никто не может вспомнить. Да, я хочу сказать, что у него сложная была жизнь, и он был человек непростой, со сложным характером. Творческий человек. У него были, так сказать, некоторые такие
недостатки, свойственные творческим личностям. И поэтому он, конечно, немножко не вписывался вот в такой образ благостного советского писателя. Я хочу сказать, что да, его официально особо его не жаловали, но надо честно сказать, что он и сам был в этом во многом как-то виноват. Он тоже как-то, разные вещи. Я вот хочу показать книгу. Это моя сестра Илона Ильясова. И я, немножко помог ей там, комментировал. Мы сделали вот эту книгу, где о нем очень честно постарались рассказать. И вот если, например, ее прочитать, эту книгу, то можно узнать обо всех как бы перипетиях его жизни, о сложностях, почему так получалось, что он не был официально признан. Хотя читатели его любили, знали, со всего Союза приходили письма к нему домой, там: пришлите, мы вас так любим, ваша творчество, пришлите, пожалуйста, книгу. У него не было этих книг. Хотя вот в последние годы и после его ухода 300 тысяч были тиражи. Ох ты! Сейчас это просто немыслимо. Это может быть какие-то вот такие вот популярные там издают такими тиражами, и то не у нас, это, скажем, в России, какая-нибудь Донцова, там, Вицкого, вот такие это имена. совсем другого сорта литературы. В то время вот такими тиражами издавали его, это расходилось, потому что, вот я помню, открылось в 1985 году издательство «Мехнат» здесь, и первое, что они сделали, они 300-тысячным тиражом издали в одной книге «Тропу гнева», «Согдиану» и «Черную вдову», по-моему. То есть это сразу большой оборот, и издательство получило хороший деньги. То есть читатели его знали и любили. А всесоюзные издательства его издавали? Дело в том, что в Москве должны были издать вот «Согдиану». Вот там получилась кое-какая ситуация. Не было. При жизни ни одного издания не было. При жизни был перевод вот «Пятнистой смерти» на литовский язык. На литовский. Да. И незадолго до его ухода в Словакии. В Словакии? Решили издать, вот «Заклинателя змей». Но он, к сожалению, он не увидел. Она вскоре появилась. И еще потом «Месть Анахиты», его повесть, тоже в Словакии издали. Но уже после вот его смерти в Москве уже несколько было изданий. Уже потом. Но не при жизни. Хорошо. А как сейчас обстоят дела вот с изданием его книг? В частности, вот в Узбекистане. Сейчас на русском давно его не переиздавали, но появились узбекские переводы. Появились, да? Ага. Ну вот это «Согдиана», она дважды выходила. Ага. Вот «Заклинатель змей» в узбекском переводе. И вот это «Пятнистая смерть». Это вот последнее, то, что издавалось на узбекском языке. Это тоже хорошая тенденция, потому что все-таки молодежь, если она читает книги, то хотя бы, вот, может быть, кто-то прочитает о своей истории на узбекском языке. И сейчас в издательстве лежит «Тропа гнева» в узбекском переводе, но что-то она задержалась, не знаю. Уже несколько лет они говорят, издадим, но пока не выходит. Но, с другой стороны, вот что хотелось бы. Покажите. Вот, есть Аляскар Фатхуллин, такой очень талантливый человек. Он был в первом составе Яллы, а потом занялся кино. У него есть и художественный, и документальный фильм Аляскар Акя. Он сделал вот документальный фильм об отце сравнительно недавно, по-моему, в 2016 году. Прекрасно сделано. Ну, это в виде интервью, я там тоже, и моя сестра, и там семья рассказываем об отце, что мы там помним, что мы знаем. И вот это тоже что-то новое, как бы, в его. Нет планов, вот было бы, я бы, например, как читатель, с удовольствием хотел бы иметь собрание сочинений. Планы были такие, этого. Планы были, но сейчас я повторяю, с книгоизданием как-то не очень, может быть, невыгодно. Кто-то должен быть заинтересован в этом. А, в общем-то, где-то на трехтомник хватает, вот если по несколько повестей поместить, было бы, может быть, неплохо. Но
Это должен быть какой-то, да, заказ. Понятно. Вот в конце вот этой книги у нас написано, я вставил эту фразу, что на следующий год отцу исполнилось бы 90 лет. Мы не знаем, как государство, так сказать, к этому отнесется, но мы с сестрой вот подарок как бы подготовили. И эту книгу я подарил Акмалю Саидову, Акмалю Халматовичу Саидову. Он прочитал, и вот эта последняя фраза, видимо, его как-то так зацепила, и он по его инициативе в 19 году, год 90-летия, в Союзе писателей Узбекистана провели заседание, как-то вот вспомнили тоже хорошо об отце, да, и он вот подготовил вот такую книгу, где Акмаль собрал Халматович, да? тоже там, да. То есть я очень благодарен, мы очень благодарны ему, он вот как бы взял на себя вот такой вот большой труд организовать это. Нам было приятно, потому что, как вы сказали, при жизни никаких таких ему ни премий не посвящали. Да. Вы знаете, так бывает. Да, бывает, да. Ну, главное, жизнь писателя в читателях. Да. Это самая большая награда. Да, я, например, вот увидел, что в интернете его повести, там кто-то вот не поленился это все туда набрать, поместить, и можно читать. Наверное, кто-то читает, потому что есть отзывы. То есть это показывает, что все-таки его творчество, оно как-то было интересным и остается для читателя. Обязательно. А это главное для писателя. Да. Я бы вообще считал нужным, вот есть повод по этому поводу, наверное, здесь высказаться. Я бы рекомендовал его, конечно, в школьную программу. Это безусловно для вот этих младших классов, чтобы дети с детства познавали свою историю посредством вот таких замечательных художественных образов. Да, были какие-то учебники, вот 90-е годы, я помню, что там у них вот как есть же такая рекомендуемая литература. Вот там Согдиана, по-моему, фигурировала. Это было такое. Но я сейчас не слежу так. И на русском, и на узбекском языке, потому что в оригинале-то они на русском написаны. Да, правильно? Вот то, что есть перевод, это хорошо в том плане, что кто-то может на узбекском прочитать и тоже получить и какие-то знания, и какое-то удовольствие от чтения. А зарубежные издания есть, вот помимо Словакии? Вот в Словакии 2 издания, Литва это теперь тоже зарубеж. И все, больше не было. Ну, к сожалению, бывает так, но я даже не сомневаюсь, что этим книгам уготовано большое будущее, Джангар. Они, тем более, если они есть в интернете, это значит, подождите, придет время, и будет востребовано, я даже не сомневаюсь, потому что это большая литература. На самом деле это большая литература. Спасибо. И ну, это мнение людей, мы все-таки с вами немного профессионально занимаемся историей, нам виднее. Это действительно серьезная литература. Да, во всяком случае она увлекает. Вот вы вспоминали коллег, которые стали археологами благодаря Тигран приехал ради этой книги в Ташкент, Макыртычев. Рустам Хамидович Сулейманов мне тоже говорил, что вот он в юности прочитал и решил стать археологом. То есть вот есть такой момент, это очень приятно. Замечательно. Теперь бы я хотел вас спросить, Джангар, наверное, у вас и, как бы, условно говоря, и выбора не было стать археологом под влиянием вашего отца, или как это все складывалось? Скажу так, конечно, я в далеком детстве помню, там, как отец работал, но я был мал еще. Потом были разные обстоятельства, родители развелись, и я немножко там был. Но, видимо, гены сказались. Я с детства тоже увлекался историей. Ну, историк, вот вы как историк знаете, его основной материал – это архивы, книги, рукописи, хроники. Но поскольку, так сказать, я увлекался и путешествиями, ну, как любой мальчишка, как начитается там книг, мне хотелось как бы соединить. Вот археология – это как раз история, но такая, которая сама добывает этот материал. То есть тут такой элемент романтики есть. Вот поэтому не просто историком, а археологом я решил стать.
Потом, когда отец узнал, он так одобрил, сказал, молодец, Обрадовался, да? Да, и он стал вспоминать, что вот у кого-то тоже, там, Брюсова брат был археолог, там, еще как-то вот такие литературно-археологические связи вспомнил. Вот, поэтому, да, наверное, у меня не было другого выхода, собственно. Гены против генов никак не попрешь. В каком году вы поступили на исторический факультет? В 1978 году. В 1978 году. 45 лет назад, кажется, Да. если так, да. И как ваши впечатления о времени учебы? Замечательные. Ну, во-первых, это молодость, это такие хорошие годы, хорошее время. И потом археологи, они же вот с первого курса начинали ездить в экспедиции, и мы были как бы, ну, не то чтобы там кастой какой-то, но какой-то отдельной группой. Было такое своеобразие, Вот, так и скажем. мы там все зубрят, что там уезжаем куда-то в поле, да, там возвращаемся, такие загорелые. То есть это было интересно, потому что ты действительно своими руками вот эту вот историю щупал, можно сказать, что-то добывал, и это было очень интересно. Но должен сказать, что вот романтика, да, без романтики в археологи не попадает. Ты хотя бы на начальном этапе должен это ощущать. И вот я помню, на первом курсе на кафедру пришли человек 15 вот, с потоков национального и европейского, как тогда говорят, человек 15 набралось. И началась первая лекция, была такая Надежда Иосифовна Крашенинникова, замечательный преподаватель. Она очень хорошо знала предмет. Это введение в археологию, как бы, но она немножко так монотонно это все начинала рассказывать. После первой, там, второй лекции вдруг, так сказать, народ как будто ветром сдуло, потому что не каждый мог это выдержать. То есть получается, что помимо романтики есть еще труд большой, есть вот такие какие-то вещи, которые тоже надо было Есть мозоли, преодолеть. Да. реальные мозоли. Это есть мозоли, есть солнце, есть пыль, это все как бы в комплексе. И поэтому быстро отсеялись, и мы, в общем, закончили четвером. Четверо, да. То есть это каждый раз так и наблюдалось, что сначала много приходит романтиков, потом остается самые упорные. Вот. Поэтому я очень с удовольствием вспоминаю, потому что мы в основном ездили в Кашкадаринскую область, объекты, вот, которые изучала кафедра археологии традиционно. Это еще основатель нашей кафедры Михаил Евгеньевич Масон, он занимался вот восточной частью Кашкадари. И, конечно, Мерв в Туркменистане, вот это огромное городище, старый Мерв, куда обязательно ездили наши студенты на практику. Это тоже было заведено еще с 40-х годов. И там вот это все ты видел, огромные руины огромного города, который был на весь Восток прославлен в свое время, был столицей там разных государств. И вот ты там как бы тоже погружался в эту обстановку. То есть мы были в очень таком выгодном положении в том плане, что с первого курса начинали осваивать это. Ведь археологию теоретически невозможно освоить. Ты должен практикой заниматься, то есть взять вот в руки этот инструмент и пробовать, пытаться это ощутить, понять. Поэтому это всегда в комплексе. И вот я с удовольствием вспоминаю. Это мавзолей султана Санджара. Да, это в центре. Там же где-то 5 городищ расположено. Вот. И на одном Султан-Кала, там в центре это мавзолей султана Санджара. Тоже повлиял на вас больше всего вот из тех преподавателей, назовем имена этих людей. Они достойны, по-моему, этого? Конечно, безусловно. Ну вот моим руководителем моих курсовых работ на 3-4 курсе и дипломной работы была Светлана Борисовна Лунина. Какая замечательная, интеллигентная женщина. Да, она замечательный преподаватель, во-первых. Вот она была одна из немногих, чьи лекции ты с удовольствием слушал, успевал конспектировать как-то. Все это у нее было так поставлено очень хорошо. И при этом она очень много давала информации, благожелательно, очень интеллигентно она это делала. И мы до сих пор так общаемся иногда с ней. Очень... Она же сейчас в Москве, она да? В Москве, да. И, конечно, Замира Исмаиловна Усманова. Лунина была заведующей кафедрой. Потом ее сменила в этой должности Усманова Замира Исмаиловна. Она тоже жива.
Мы тоже общаемся время от времени. Она, конечно, очень такой своеобразный преподаватель, такая очень эмоциональная. Харизматичная. Да. Она возила нас на практику в МЕРФ, и вот это все, так сказать, запомнилось. Но первым моим преподавателем, который вообще, вот, собственно, археологию мне стал преподавать, это Анатолий Сагдулаев. Анатолий Сагдулаевич, он, вот, первая моя лекция была у него. Сейчас академик? Да, он сейчас академик, он, так сказать, очень много воспитал кадров. И вот тоже, когда видимся, я всегда так с чувством благодарности к нему отношусь. Ну и были еще вот Крашенинникову Надежда Иосифовна, я упоминал, которая начисто отбивала романтику, но зато давала очень большие знания. Нина Петровна Столярова, она практику нам, вот она в экспедициях нас обучала, как там правильно копать, где что-то, какой инструмент применять. В общем, все преподаватели, они, конечно, свой вклад внесли. Дресвянская Галина Яковлевна, она тоже там многие какие-то вещи нам преподавала. И все они в какой-то степени, естественно, повлияли на, вот, так сказать, то, что мы получили от них. Закончили университет и куда сразу пошли работать? Мне повезло, сразу после университета я попал в такой, ну, может быть, в то время особенно был Институт искусствознания. Это был такой институт, он тогда подчинялся Министерству культуры, но тем не менее это был такой научно-исследовательский институт, где наука большая делалась, и достаточно сказать, что меня на работу брала Галина Анатольевна Пугачева. Она тогда возглавляла сектор истории искусства и архитектуры. И вот я к ней пришел, она задавала мне вопросы, побеседовал, сказал, ну хорошо, возьмем. Артвеладзе этот Васильевич там работал, Тургунов Бахадыр Азизович. В общем, это был такой коллектив, который был уже прославлен, собственно говоря, открытиями в основном в Сурхандаринской области. Вот эта вот скульптура, это настенная живопись, вообще вот эта вот культура, искусство Кушан, Кушанской империи, это открытие в основном вот этой... Мирового уровня же открытие. Да, естественно. Это экспедиция, которую Галина Анатольевна создала в 1959 году, Узбекистанская искусствоведческая экспедиция, она называлась, УЗСК сокращенно, под этим грифом все ее знали, но она занималась археологией, конечно, это такой был хитрый ход, но она, как бы, Галина Анатольевна ее создала с тем планом, что обычно археологи найдут что-то, проходит время, они опубликуют, потом только искусствоведы получают доступ и могут как-то интерпретировать. Она решила, что мы не будем ждать милости от природы, от археологии, будем сами копать и изучать. И вот, скажем, Артвеладзе, Тургунов, Зафар Акя-Хакимов, это все археологи, это все выпускники кафедры археологии, которые шли туда и как бы под маркой искусствоведения занимались археологией, делали замечательные открытия. И это все получило вот такую большую... Была такая здоровая конкуренция с Институтом археологии? Конечно. Они, наверное, немножко ревностно относились к такому мощному конкуренту. Могу сказать, что да, там всякие есть нюансы, я их не буду сейчас это жизнь. Погружаться, но это тоже хорошо. В принципе, здоровая конкуренция, она всегда только на пользу делу. Да. Ну, когда в стране есть два таких мощных научных центра с такой концентрацией интеллектуальных сил, это же великолепно. Да, но у нас еще было лучше. У нас, скажем, в Музее истории, Музей истории народов Востока имени Айбекова, он тогда назывался, сейчас это Национальный музей истории. Там своя была группа, там Лазарь Ильич Альбаум, знаменитый археолог, сделавший замечательное открытие. У него была своя экспедиция, скажем. Еще Институт реставрации занимался. Там же тоже много археологов работало. Да, потому что это нужно было, там у них были специальные работы. Это тоже археологи осуществляли. То есть в музеях, в институтах
кафедра Археологии. археологии опять. В Самарканде в университете были археологи, были и есть. То есть было вот таких несколько центров. В Каракалпаке, естественно, свои силы были археологические. Как замечательно. И это все позволяло, во-первых, широко вести работы по республике, охватывать как бы большие территории, эти регионы. Ну и как бы по-любому люди как бы старались, и в результате мы имели очень такие серьезные открытия и хорошую картину общую развития истории в нашей стране. Еще же был археологии. Ташкентский отряд как бы самостоятельный, да? Он не самостоятельный. Ташкентский отряд Института археологии. Они подчинялись Самарканду. А сейчас вот на базе Ташкентского отряда есть создан Центр археологии. Да. Это новая такая как бы институция при Академии наук. В Самарканде остался Институт археологии, но они сейчас подчиняются, у них другое ведомственное подчинение, не Академия наук. Но по-любому все стараются заниматься наукой, это на пользу нашей истории, нашей науке. Единственная проблема, это, конечно, она была и остается, это вот финансирование. Как бы был период, когда совсем не было никаких средств, это 90-е, начало, там большую часть, понятно, республика, так сказать, стала независимой, были другие более важные задачи, экономические в то время. Но постепенно это тоже как-то выправилось, сейчас бывают там определенные суммы, есть совместные экспедиции. В общем, вот в какой мере зарубежные экспедиции восполняют этот пробел, и как вы вообще оцениваете их работу вот, профессионально? Ну вот после развала Союза, вот как я уже сказал, все резко как-то рухнуло, и понятно, что было не до археологии. И вот за счет совместных экспедиций как-то это возродилось, это сохранилось, кадры опять-таки сохранились. Благодаря тому, что появились партнеры из-за рубежа, которые всегда интересовались нашим регионом, и они хотели с нами сотрудничать. Стало это возможным, потому что раньше там железный занавес, прочее было сложно. Были какие-то определенные, но это было редко. А потом это пошло таким более широким, можно сказать, потоком. И это положительно, я думаю, сказалось на том, что на том, чтобы работы продолжались, чтобы кадровые вот это, потому что многие же ушли из науки. Это всем известно, не только из археологии, вообще из науки. Надо было как-то выживать. Но благодаря вот этим совместным экспедициям кто-то все-таки устоял, выдержал. И вот у нас была с японцами. Вы с японцами сотрудничали? Да, и это тоже помогло в определенный момент как-то. Какие страны еще вы можете отметить? Французы, да, активно Французы работали? активно, итальянцы, немцы, сейчас японцы, китайцы, по-моему, да? Корейцы, китайцы. Да. Сейчас, конечно, вот после того, как Китай во всех отношениях, так сказать, усилился, и они теперь имеют возможность тоже, так сказать, заниматься раскопками у нас. Польша, Чехия. Ага. У нас много стран. А российские коллеги сейчас присутствуют, да? Российские, они тоже и с нашей экспедицией активно сотрудничали. Музей Востока в Москве. И Эрмитаж, да, по-моему? Эрмитаж, у них экспедиция в Пайкенде, это в Бухарской области. То есть с россиянами-то это самые сильные были связи всегда. Другое дело, что у них тоже были периоды такой экономической нестабильности. Но, тем не менее, вот это продолжается. Институт археологии российский тоже сейчас ведет работы. Ну, это всегда, надо подчеркнуть, что зарубежные коллеги, они работают только совместно. И это очень правильное такое решение. Они не могут приехать и сами по себе где-то копать. Всегда должен быть какой-то институт, музей или какая-то организация местная, заключается договор, работы ведутся совместно, материалы все остаются у нас, изучать, пожалуйста, публиковать, пожалуйста, но вывозить ничего нельзя. Поэтому все в этом отношении у нас стабильно и хорошо. И результатом совместной публикации. Ну да.
Дело в том, что найти что-то – это одно. Это надо реставрировать этот материал, надо изучить и надо опубликовать, потому что если не публикуется этот материал, он как бы может пропасть. Для науки, я имею в виду. Да. Поэтому задача вот вообще археологов и вообще в науке найти, изучить, опубликовать обязательно. Конечно. Это такая вот Да. цепь неразрывная. Ну, а потом должна обсуждать то, что быть. опубликовали. Да, когда опубликовали, все, может любой коллега сказать, я думаю об этом так, я думаю эдак, это уже вот в науку вводится материал. Ага. Джангар, а какая сфера научного поиска была вами вот определена в Институте искусствознания? И под чьим руководством вы начинали вот ваше кандидатское исследование? Дело в том, что у нас было несколько объектов, вот, традиционно, которые изучались в нашей экспедиции, и, собственно, там такого не было. Что тебе как бы по душе, ты мог изучать, но понятно, что у нас вот Дальверзинтепа, Кампертепа, такие вот городища, в основном Кушанского периода. И я, когда пришел на работу, я увлекался, конечно, доисламским периодом. Вот это все меня интересовало. Курганы кочевнические в Самаркандской области. Я хотел это изучать, и я поехал на Дальверзинтепа, на вот этот Арладский могильник в Самаркандской области. Но так получилось, что Эдуард Васильевич меня направил на городище Будрача, это средневековый памятник. Ну, я поехал, я не мог как бы так. Хотя меня это не увлекало, вот этот период средневековый. Но когда я там начал работать, оказалось, что это тоже очень увлекательно. И я в результате в 1987 году вместе с товарищем, коллегой Дмитрием Русановым, он архитектор, на этом городище мы нашли клад бронзовых изделий, крупнейший в Средней Азии. Это 11 века вещи, вот, посуда какие-то там. В основном они были в таком негодном состоянии. Это кто-то собрал для того, чтобы пускать в переплавку и сделать новые вещи. И, видимо, напал враг, и это было спрятано. Это был клад. И вот этот клад меня очень увлек. И я в результате написал свою кандидатскую диссертацию вот об этом кладе. Это художественный металл Саганиана называется. То есть иногда, хотя ты вроде бы интересуешься другим периодом, но жизнь своей вносит как бы коррективы. Я очень увлекся этим периодом. И, соответственно, еще такое у меня появилось увлечение, вот керамика, глазурованная керамика средневековая. Я вот это тоже изучаю с удовольствием, но и доисламский период. То есть у меня такие разносторонние интересы. Может быть, это не очень хорошо, и лучше бы сконцентрироваться на чем-то одном. Но, с другой стороны, я занимаюсь тем, что мне интересно. А это главное. Конечно. Мы же, собственно, чем занимаемся? Мы, как один мой товарищ сказал, удовлетворяем свое любопытство за государственный счет, допустим. Да, вот. Это счастье, наверное. Вот это и есть счастье. Мы делаем то, что интересно, еще кто-то нам за это платит. Вот. Желательно побольше, конечно. Ну, это всегда желательно. Но... Да. И еще один вопрос такого, может быть, личного характера, Джангар. Вам, наверное, удивительно повезло вот с супругой. Я имею в виду, что у вас совпадение не просто там личных каких-то привязок. Вы же из одной профессии всю жизнь рука об руку вот прошли, по-моему, и профессионально, да? Да, это так. Это действительно один из тех редких случаев, когда ты занимаешься одним делом с супругой, и у нас действительно есть о чем поговорить, там не только о бытовых каких-то вещах, но и там о высоких материях. И вот как результат, один из результатов... Вот, презентуйте, пожалуйста. Вот эта книга. Это в основном это тема диссертации моей супруги Саиды Ильясовой. Глазурованная керамика Ташкента и Ферганы она занималась. И вот мы решили на ташкентской керамике, которая просто выдающаяся. Да? По качеству, да. Мы решили вот сделать такую книгу, нам еще вот помогли соавторы. И она получилась, знаете, ну, такой очень качественной, я считаю. И по вот само издание, великолепное цветные издание, иллюстрации, там, бумага и прочее. Но она еще и хороша тем, что это полноценное исследование, это монография.
Это не просто альбом с картинками. Здесь, потому что вот эта керамика Ташкента, она исследована, и она введена в науку. До этого были исследования, Брусенко такая была сервис. Но ее как-то, книжка была немножко такая вот, издана не очень хорошо. Ташкентская керамика по качеству, она, пожалуй, даже превосходит самаркандскую. Я вот первый раз широко в слышал об мире этом. известно Да. Самарканд, Да, Афрасиаб. да. Есть в Иране Нишапур, такой город знаменитый. Там была керамика замечательная. Но вот и в мировой науке вот вокруг этого все и крутилось. Хотя интерес к глазурованной керамике очень большой, потому что есть интерес у музеев, есть коллекционеры, которые ее собирают, потому что она выдающаяся действительно. Это вот наша керамика 9-10 веков, 11, она как часть, вот есть понятие исламское искусство. Да. Вот это очень такая важная часть и достойно занимает это место. И вот оказалось, что ташкентская керамика, она очень хороша, так скажу, и была неизвестна, тем не менее. Да, это безусловный Но прорыв. теперь она уже, вот ее знают. Единственное, конечно, было бы хорошо на английском ее переиздать, но пока не получается. А вот это на немецком языке? Это вот как бы... Это вы тоже с супругой работали над этой книгой? Здесь нет. Это каталог выставки. Сейчас, вы, наверное, слышали, в Берлине идет выставка. Вот озаглавленное сокровище, археологические сокровища Узбекистана. От Александра Великого до империи Кушан. Эта выставка открылась в начале мая, и она до января будет продолжаться. И это как бы итог работ вот всех археологов нашей страны. Это выставка, на которой впервые Узбекистан представлен вот так широко. Это очень важно подчеркнуть. Я знаю об этой выставке. Да, и это вот фонд поддержки культуры и искусства, который недавно сравнительно появился, но уже очень многие сделал, так сказать, большие такие проекты. Вот выставка в Лувре. Да, я вот, что вот с этим закончу, я вам скажу, откуда я узнал об этой выставке. Я узнал о ней о немцах, от немцев. Да. Не от наших, к сожалению. Немцы мне рассказали об этой потрясающей выставке в Берлине. Да. И вот в подготовке этой выставки мы, так сказать, вот Шакир Акя, Педаев, директор нашего института, мы были в научном совете, мы как бы от самых истоков вот, участвовали в организации этих выставок. И вот как результат этот каталог, который впервые тоже, не только на французском он есть, он на узбекском языке. Это тоже большой прорыв, и впервые так вот. И должен быть, видимо... и есть на узбекском языке каталог немецкой выставки. То есть это впервые такие масштабные проекты, огромные такие выставки с большим количеством экспонатов, замечательно изданные каталоги, и они все будут еще и на узбекском языке. Отлично. Вот на русском, прекрасно. На немецком, на узбекском. И знаете, даже вот этот наш столик, он как бы характеризует вот книги вашего отца, книги, автором которой вы являетесь. Это замечательно друг друга дополняющие вещи. Как бы продолжение, какая-то преемственность большая. Да, согласитесь? Будем надеяться, она и дальше продолжится. Будем надеяться, да. Здесь я хочу просто сказать, что авторов много. Да, ну и вы один из. Ну и да. Да, замечательно. Я тоже участвую. Джангар, и, наверное, последний вопрос. Я бы хотел спросить вас, чем сейчас вы занимаетесь? Что вас сейчас интересует, волнует? Да, вот только что мы с вот этими выставками как бы разобрались. Теперь... Я с 21 года начал работать на городище Дальвезентепа. Это знаменитое городище. Я в молодости, когда начинал работать в институте, там поработал. Потом там четверть века меня там не было. Но затем, вот с 21 года, я начал руководить работами там. Вы сейчас руководите, да? Да, я... Ну вот УЗСК, я говорил, экспедиция, сейчас вот я ее возглавил в результате. И городище огромное, 40 гектар. И там замечательное открытие. Клад золотой, и буддийская и скульптура. Все это очень давно хорошо известно. Но
оно далеко не исчерпывает всего того, что есть. Это был столичный город, и там, конечно, еще много предстоит сделать чего. И вот насколько хватит здоровья, там сил, будем продолжать эти работы. У меня такое впечатление, что Дальверзин – это неисчерпаемо как атом. Столько публикаций. Пожалуй, да. Пожалуй. И вот на этой выставке тоже и в Лувре, и в Берлине материалы из Дальверзина, они очень важное место. Вы не ощущаете вот это как бы бремя, не то что ответственности, а некое такое бремя значимости? Это Галина Анатольевна Пугаченко, вы ей наследуете? Да, как бы. Ей и многим другим это, конечно, так, налагает ответственность. Вот мы поэтому хотим, чтобы как-то не подвести Стандарты, наших учителей. Не факт, что мы найдем что-то выдающееся в плане, там, еще один клад, или это То не нет, факт. да. Но главное, это ведь не вот эти находки. Главное изучить планомерно историю города, чтобы история этого города, она как кирпичик встала в историю страны, история региона И мира. и дальше. Да, Вот да. задача. Вы работаете на памятнике мирового уровня, и я хотел бы в заключении выразить уверенность в том, что вы продолжите эти замечательные традиции, о которых вы говорили, Надеюсь. которые в вашей семье заложил, по всей видимости, ваш отец прежде всего. И пожелать вам успеха, вам и вашей супруге, на благо нашей отечественной науки. Спасибо. И, конечно, чтобы вы продолжали пропагандировать вот наследие, литературное наследие вашего отца, которое имеет тоже неприходящее значение, неприходящую ценность для будущего. Спасибо Всего вам большое. доброго, Джангар. Спасибо. Спасибо за беседу. Спасибо за приглашение.